Где мы? Что происходит? Он играет на флейте, но почему он голый? Это просто компиляция, это монтаж. Апарт-отель. Ну, по гостинице. Девушка, а вы не подскажете, как пройти на ресепшн? Кажется, я заблудился. А кто крайний на электрофорез? Я являюсь бенефициаром. А где остановка тут ближайшая? Кто тут плавает? В каком-то бассейне, где я никогда не был. Мы хотим там построить апарт-отель. Мне очень нравится этот бизнес. Пройдет там 1,5-2 года, и я вас приглашу, и вы посмотрите на эту красоту, которая там будет. Прошло не 1,5, не 2, а почти 3,5 года. Казалось бы, самое время паковать чемоданы и собираться в отпуск. Но вот какая ситуация. Апарт-отеля-то нету. Нет в поисковиках, нет на сайтах, нет в брошюрах и проспектах. Сюда, вопреки обещаниям Ротенберга, не привезли журналистов. И мне показали красоту. Все выглядит так, будто просто не существует никакой гостиницы. Неужели Ротенберг всех нас обманул? Не верю. В каком-то смысле он не обманул. Стройка действительно окончена. Голые ободранные стены, которые нам показывали по телевизору, теперь блистают новеньким ремонтом. Мраморные полы начищены, мебель расставлена, изысканный декор и отделка готова. Только вот это как было дворцом Путина, так и осталось. И сегодня мы это не только докажем, но и пригласим вас на уникальную экскурсию. Экскурсию, на которой раньше не был никто. Может быть, кроме самого Путина. В нашем распоряжении есть почти 4 часа видео изнутри каждой комнаты Дворца Путина. Изнутри самого секретного и самого охраняемого объекта страны. Спальни, кабинеты с правительственной связью, спортзалы, криосауны и даже домашняя часовня, где мы оценим настоящую степень его безумия и увидим, что Путин молится сам на себя. Сегодня мы буквально ворвемся к Путину домой и покажем вам, кем он на самом деле является. Обезумевшим старым диктатором, который даже во время развязанной им же самим войны не может остановиться и продолжает строить из себя дворец. Больше никаких 3D-визуализаций, никакой графики и архитектурных набросков, никаких спекуляций, только факты. Только реальные видео, реальные съемки, сделанные нашим смелым агентом внутри Дворца Путина, где он со скрытой камерой прошелся по каждому помещению. Поехали! Добро пожаловать в Просковеевку, самый главный эксклюзивный курорт на Черном море. Мы начинаем нашу уникальную прогулку здесь. Это аллея, которая ведет к главному дому. Тут, как вы можете сами увидеть, прямо сейчас проходит конкурс на размещение максимального количества статуй на квадратный метр. Искусства не может быть слишком много, как бы говорит нам Владимир Путин. Полуобнаженные женщины – дайте несколько. Обнаженные – еще лучше. Музы, богини, изящные дамы, кто-то с фруктами, кто-то с детьми. И даже мужчина-флейтист, почему-то абсолютно голый. И вот вдалеке мы наконец-то видим его. И понимаем, мы пришли, узнаваемый фасад, знакомые гигантские колонны из мрамора и как 3 года назад копошатся рабочие. Это дворец Путина. Я знаю, вам не терпится зайти внутрь, мы это совсем скоро сделаем, обещаю. Но потерпите чуть-чуть, мне вам надо кое-что рассказать. Во-первых, что вообще происходит? Откуда у нас эти кадры? Объясняю. По территории дворца ходит человек со скрытой камерой. Ходит бесконтрольно, ходит куда хочет, но камеру, естественно, приходится прятать. Отсюда тряска и нечеткие кадры. Но все, что нужно, мы с вами прекрасно увидим. Во-вторых, вот это у меня в руках, это новые поэтажные планы Дворца Путина, которые удалось достать журналистам издания «Проект», и которые любезно с нами ими поделились. Сегодня у них тоже выходит расследование, обязательно посмотрите его. На этих планах мы видим колоссальные изменения, которые претерпел дворец. Правда, касаются они только названий помещений. Все спальни переименовали в апартаменты.
Музыкальную гостиную и читальню переименовали в лобби. Обеденный зал стал теперь рестораном. Но по сути архитектурно с точки зрения планировки помещений и их назначения не изменилось существенно вообще ничего. Так как планы эти никогда не должны были увидеть свет, заморачиваться владельцы, должен признаться, не стали. Вот, например, возьмем апартаменты номер 12, которые обозначены на новых планах там, где раньше располагалась комната охраны. Нам предлагается поверить, что это жилой гостиничный номер, и что здесь будут останавливаться посетители одного из самых дорогих отелей мира. В первом помещении мы видим две почти вплотную стоящие односпальные кровати. Рядом комната приема пищи с кулером, микроволновкой и столом, рассчитанным зачем-то на 8 персон. Тут же столик с 3 стационарными телефонами. Но еще больше вопросов вызывает вот эта комната апартаментов номер 12. В ней стоит раскладывающийся диван, одно рабочее место, принтер и гигантский 3 метра в ширину стол для работы. Там 10 телефонов, 2 компьютера, гигантский пульт непонятного назначения и панель управления фонтанами. И это все выдается за гостиничный номер. Продолжим наш тур. В конце концов, это же все построено на украденные у нас с вами деньги. Так что давайте принимать работы у строителей. В неотложном порядке мы спешим туда, куда, я знаю, все из вас мечтают попасть. Легендарная аквадискотека. Аквадискотека. Многие гадали, как она выглядит. Смельчаки высказывали предположения, но воочию в жизни мы видим любимую путинскую водную забаву в готовом виде впервые. Фонтан в центре пока не работает, но чаша аквадискотеки уже наполнена водой. Признаюсь, мы впечатлены размером. С воздуха она казалась скорее уличной джакузи. Вблизи понятно, что сюда можно усадить весь кооператив озера в полном составе. Сзади видно бар, который, видимо, и делает это место дискотекой. Техника установлена, все полностью готово к вечеринкам. Вот там, недалеко от аквадискотеки, находится один из входов во дворец. Бесцеремонно следуем туда, хоть нас, конечно, никто и не приглашал, и оказываемся в бассейне. Буйство лепнины, барельефы, безумные хрустальные люстры – все здесь в стиле хозяина. Вот это помещение – это фитобар. Здесь можно заказать себе смузи или кислородный коктейль. Вдоль бассейна стоят диваны и лежаки, а дальше что-то типа спа-зоны с водными процедурами. Купаться Владимир Путин любит примерно 10 разными способами. Сначала, конечно же, джакузи. Оно наполнено водой, и она, надеюсь, уже теплая. Дальше за стеклянной дверью находится стол для приема душа лежа. Это называется душ Виши. Напротив него стоит стоячий циркулярный душ. В нем струи воды бьют тебя со всех сторон. В соседнем помещении стоят 3 ванны для подводного массажа. А еще дальше находится пульт, который выглядит так, как будто с него можно управлять космическим кораблем. Но это всего лишь душ Шарко. Вот к этой стенке встает Владимир Путин, пока сотрудники ФСО поливают его из шлангов. В этом же помещении контрастные купели. Здесь они прямо подсвечены. Синяя – это холодная, а оранжевая – горячая. И согласитесь, что-то в ней есть немного зловещего. У Путина такие во всех резиденциях и во всех яхтах. Мы о них 100 раз вам рассказывали. Далее всякие души. Обратите внимание, вся техника американская. В США, конечно, наши враги, идеологические противники и прогнившее бездуховное место, но это же, правда, не повод отказываться от их техники. Я вам должен показать еще один лечебный душ. Вы меня простите, пожалуйста, наверняка к этому готовы не будете, но, как говорится, из песни слов не выкинешь. Вот эта штука, спрятанная за непрозрачной дверью, она называется восходящий душ. Садишься на стульчак, ну а дальше струя воды под давлением в 1-2 атмосферы, она делает, простите ради бога, свое дело. В пожилом возрасте, говорят, очень полезно. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Ничего интереснее мы на этом этаже уже, конечно же, не найдем. Но все равно давайте оглядимся вокруг. Вот массажный зал в восточном стиле. Вот еще один массажный кабинет, он может показаться непримечательным, но даже один несчастный стул стоит здесь почти 200 тысяч рублей. А вот это помещение – это хамам. Он отделан мрамором, а так больше ничего интересного. А вот еще одна парильня. Снова с восточными мотивами. Золотые мозаики и выбор пара из 4 ароматов присутствуют. Здесь же располагается агрегат, о внезапной поломке которого мечтают миллионы людей.
Это криосауна. Она тебя не греет, она наоборот морозит. Температура минус 100 градусов способствует омоложению организма. Так что в каком-то смысле Владимир Путин и правда проводит время в холодильнике. Тут же и окошко есть, подсматривать, не околел ли национальный лидер. Почему так холодно? Прямо из спа-зоны на цокольном этаже по лестнице мы попадаем на главный, первый этаж. И тут у нас есть выбор, какую же из путинских гостиных мы хотим посмотреть первой. Налево пойдешь, в музыкальную гостиную попадешь, направо, в читальню. Для конспирации помещения переименовали в лобби номер 1 и лобби номер 2. Но мы их переназвали лучше. Зал мании и величия и зал военных фантазий. Начнем с того, что раньше было читальней. Я специально покажу вам то, как это выглядело раньше, потому что поменялось многое и очень характерным образом. Раньше тут было царство золотых орлов и романтических фресок. Какие-то очень нейтральные сюжеты. Пейзажи, охота. Теперь бездушные итальянские мотивы поменяли на то, что действительно по нраву Владимиру Путину. Эта картина называется «Бой за Багратионовой флеши». На ней изображено одно из главных событий Бородинского сражения. Справа от нее висит другая. Это сражение между русскими и персидскими войсками под Елисаветполем 1826 года. На другой стене еще две картины. Первая изображает сражение при Сорокомыше, а вторая посвящена разгрому Хазарии Святославом. На третьей стене еще три картины. Слева ледовое побоище, почему-то снова разгром Хазарии, но картина отзеркалена. Видимо, решили, что дедушка старенький и не заметит подвоха. А по центру самая большая. Она называется «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». На ней изображен Александр Невский. Оригинал картины висит в Большом Кремлевском дворце. Обратите еще внимание вот на эту зияющую пустоту справа. На рендерах мы видим, чей портрет там планируют повесить. Портрет маршала Жукова. Многое изменилось, но что-то с нами, конечно, останется навсегда. Орлы. Уже не золотые, но все еще очень узнаваемые. Теперь давайте еще посмотрим вокруг. Благодаря изданию проекта, у которых есть смета на мебель в этом помещении, мы узнаем, что вот эти два дивана стоят по 900 тысяч рублей штука. Буфет за ними 1 миллион 100 тысяч. Вот этот роскошный стол обошелся почти в 2 миллиона. И каждый стул по 220 тысяч рублей, а их тут 10 штук. Но диваны, буфеты, столы и стулья за 1 миллион рублей меркнут по сравнению вот с этой французской люстрой. Она сделана из золотисто-красного хрусталя и весит 336 килограммов. Ее стоимость, внимание, 50 миллионов рублей. Столько же выделили, например, на ремонт всех дворов в Калуге и капитальный ремонт камчатских больниц. Таких люстр в этом помещении 2. То есть 100 миллионов рублей ушло только на люстры в одном из сотен помещений Путинского дворца. Перейдем в соседнее помещение. Это бывшая музыкальная гостиная, настоящее название которой теперь «Морской зал». Оно случайно проскочило в документах. Ситуация с картинами тут аналогичная. Только изображены не главные сухопутные сражения и видные военачальники в истории России, а картины с морской тематикой. Со стен прямо над дверьми высотой в 3,5 метра на Путина любуются адмирал Нахимов и Федор Ушаков, а между ними висит картина Айвазовского «Вид приморского города». На другой стене стоят бюсты каких-то женщин. Их, к сожалению, разглядеть не получается, но, возможно, они принимали участие в важных морских сражениях, например, битве 2 яхт при дворце в Просковеевке. А со стены напротив на всех смотрит адмирал Крузенштерн. Здесь будут стоять 3 столика подставки за 420 тысяч рублей каждый, 2 дивана почти по миллиону, 6 стульев по 300 тысяч, но, увы, стоимость остальной мебели нам не найти. Она сделана для Путина по индивидуальному заказу. А самое дорогое, естественно, это снова люстры. Они стоят в районе 50 миллионов рублей за штуку. Мы констатируем полное и окончательное помешательство Путина на собственном величии. Он натурально сидит и видит себя продолжателем дела Ушакова и Нахимова, новым Александром Невским под люстрами за 200 миллионов рублей. И двигаемся дальше, в кабинет. Очередной вброс, фейк. Я-то о таком ничего не знаю, во всяком случае. Глядя на это помещение, особенно смешно вспоминать, что нам пытаются втюхать, что это не дворец Путина, а гостиница. А это помещение тогда что, простите? Офис метрдотеля площадью 130 квадратных метров? Выполнен он в темном дереве. Есть мраморный камин, пустые книжные шкафы и золотые люстры. Мебель, судя по надписям, якобы сделана в Сербии. Но не сомневаюсь, что она вся итальянская, как Путин любит. А через Сербию ее ввезли, чтобы обойти санкции. Подойдем ближе к путинскому рабочему месту. Компоновка точно такая же, как в его кабинете в Кремле.
Во главе стола место начальника, а перед ним места для докладчиков. На этом столе, согласно новому плану, должен располагаться компьютер и телефоны спецсвязи, в точности, как в кремлевском кабинете. Неотъемлемая часть любого апарт-отеля, согласитесь. Слышь, Антон? Да. Да, а ты что не отвечаешь? Ты же воспитанный человек. Ну а теперь пришло время проводить вас в самое потаенное место этого дворца. Если предыдущие помещения как бы намекали нам о том, что Владимир Путин сошел с ума, то это поставит окончательную и бесповоротную точку в вопросе. Мы идем в бывший зал игровых машинок, который переделали в часовню. Здесь Владимир Путин разговаривает с Богом. Помещение, согласитесь, достаточно гнетущее. Мраморный пол с узором, темные обои, стены по периметру комнаты отделаны декоративными металлическими панно с какими-то не очень православно выглядящими крестами. В центре помещения аналой. Это такая подставка для иконы или для книги. Справа за ней стоит огромный напольный золоченый подсвечник. Но главное — это, конечно, иконостас. Он очень монументальный. Иконы тут стоят в полный рост. По центру узнаваемое изображение Христа. По правую руку от него Богородица, а по левую тут даже угадывать не надо, и так все написано. Это святой князь Владимир. Место для иконы выбрано не случайно. По левую руку от Христа обычно размещают того, в честь кого назвали часовню. То есть это часовня святого князя Владимира. То, что Путин не просто ассоциирует себя с князем Владимиром, а уже считает себя его перевоплощением или реинкарнацией, сомнений не вызывает. Он организует памятные мероприятия в честь князя. Он называет его именем подводные лодки. Президентский фонд выделяет десятки миллионов рублей на этнооперу про князя Владимира с певцом-шаманом в главной роли. И Путин даже лично открывал огромный 17-метровый памятник князю прямо напротив Кремля. Сегодня мы чествуем и самого виновника торжества, равноапостольного князя Владимира. Собиратель русских земель, воин, творец, просветитель, защитник от внешних врагов, основатель российского государства и чуть ли не всей русской нации, как только Путин его не называл. Они уже абсолютно не стесняются. Патриарх Кирилл от лица РПЦ говорит, что да, не бывает таких совпадений. Владимир Владимирович, ну точно новое красное солнышко. Вспоминая великого князя Владимира, мы одновременно вспоминаем и молимся о нашем президенте, о Владимире Владимировиче Путине, который носит имя этого князя. Я думаю, что не бывает случайностей. Вот этот деревянный шкаф нужен для священной утвари, кубков, вина и книг. А напротив шкафа стоит, простите, трон. Это называется стасидия. На ней можно и сидеть, и стоять во время длительных служб. В старинных русских храмах такие ставили для царей. Они так и назывались – царское место. Давайте просто сделаем паузу и представим. Владимир Путин вроде как демократически избранный президент, каким он притворяется, наемный госслужащий, чиновник, он построил себе безумный дворец за 100 миллиардов рублей. И сидит там, в темной комнате, на троне и слушает молитвы, любуясь на икону, как он думает, самого себя. Я знаю, вам уже не терпится подняться наверх и осмотреть царские будуары, но и на этом этаже у нас осталось чем вас удивить. Я уверена, вы помните так называемую кальянную, а по факту стриптиз-зал с шестом, который мы обнаружили дома у Путина в прошлый раз. Пропагандисты потом особенно усиленно показывали именно это место, мол, посмотрите, тут голые стены, куртки рабочих, тут нет никакого стрипушника. Посмотрите, очевидно, спецодежда для стриптизеров. Что ж, это помещение теперь называется лаунж-зоной. По сути и назначению ничего не поменялось. Тут лишь заменили холодный паркет на ковролин, но сохранили арки по периметру и полукруглые диваны тоже на месте. А вот оставили ли сцену и знаменитый шест, увы, непонятно. Эта часть помещения, к сожалению, скрыта от наших глаз. Преобразился значительно и театр. Вот как он выглядел раньше, а вот как сейчас. Огромная сцена, а здесь хоть спектакль ставь, хоть концерт играй. А наблюдать за всем этим можно из роскошных лож. Правда, специфика в том, что поместится в этих ложах зрителей 9-10, не больше. А это тренажерный зал. Прямо в дворцовых интерьерах с лепниной и хрустальными люстрами будет размещено 20 тренажеров.
Пока, как видите, их не распаковали, но вот так это будет выглядеть согласно архитектурным планам. Посчитать цену всего оборудования мы можем уже сейчас, ведь у нас есть полная смета. Вот этот эллипс стоит 1 миллион 623 тысячи рублей. Этот велотренажер — 1 400 000 000. А такой сложный аппарат, как подставка для гантелей, обошелся еще в 250 000. Общая стоимость оборудования в качалке Путина больше 13 миллионов рублей. Все тренажеры итальянские и только один американский, фирмы Hoist. Такие Путин ставит себе в тренажерные залы, на яхте и в бронепоезде. Справа на видео замечаем огромное зеркало и, к нашему удивлению, еще и балетный станок. Скоро увидим Владимира Владимировича на сцене Большого театра. Не иначе. Ну что, пойдем наверх? Двигаемся по коридору первого этажа. Справа вход во внутренний двор. Рядом с ним пост охраны. Как видим, человек начеку, никакая муха с камерой не пролетит. Поднимаемся по главной лестнице. Здесь и лифт есть, но мы лучше пешочком. На момент съемки здесь все еще идет ремонт. Но мы все равно можем неплохо все разглядеть. А вот и второй пост охраны. Мы, как ловкие ниндзя, проскальзываем незаметно мимо. Ну а наверху коридоры, коридоры и коридоры. Бесконечные, почти как в фильмах ужасов. Десятки дверей, а за ними спальня. Мы в них еще обязательно попадем. Но пока мы в каком-то холле. Огромная статуя, которая, видимо, не поместилась на аллее на улице. Диван, телевизор на тумбе за 2 с лишним миллиона рублей. Непонятно для кого расставлены фоторамки, ведь ни одного своего родственника Путин не признает. Ну, может быть, портреты Сечиной или Шойгу в них вставят. У окна на постаментах стоят бюсты. Ну а на выходе замечаем еще одну гигантскую статую. Даму то ли с собачкой, то ли с ягненком в ногах. На этом этаже располагается 11 спален. 4 огромных, почти по 300 квадратов, это хозяйские. А остальные поменьше, предназначенные для людей попроще. А теперь к самым интересным помещениям – хозяйским апартаментам. Работа там непростая, мягко говоря. Все резиденции, даже яхты Путина устроены одинаково. Спальни всегда отдельно. Одна для него, другая для его спутницы жизни. Этот дворец не исключение. И у Алины Кабаевой, ну если ничего не поменялось, собственные апартаменты. Вот они. Это первая гостиная, куда можно зайти прямо из коридора. Здесь диванчик, креслица, телевизор. А через это помещение можно зайти в спальню. Тут тоже вся мебель на месте и расставлена она в строгом соответствии с планами помещений, которыми с нами поделился проект. Вот такое симпатичное кресло вы можете приобрести всего за 850 000 рублей. А очень похожий комод мы нашли за 2 миллиона 600 000. Слева стоит кровать. Обратите внимание на хай-тек механизм, который позволяет спрятать телевизор под кроватью, а когда нужно, он выезжает на кронштейне. За вот той дверью там еще несколько помещений. Большая гостиная, белоснежная ванна с гардеробом, общая площадь царских покоев 275 квадратных метров. Такого же размера и спальня Путина. Направляемся к ней. Добро пожаловать в святую святых, царскую опочивальню. Личное и страшно охраняемое помещение, в которое нам удалось успешно попасть уже в который раз. Первая гостиная. Тут огромное зеркало и стол на 6 гостей. Мы нашли такой же, но немного в другом цвете, за 2 миллиона рублей. По телевизору показывают футбол, а рядом мы видим гигантские бюсты, к которым, как выяснилось, питает страсть Владимир Путин. Из первой гостиной мы уже непосредственно попадаем в спальню. Какая-то мебель здесь еще затянута пленкой, чтобы не пылилась, но весь декор уже на месте, даже вон цветы расставлены. Глаз сразу падает на симпатичный комод. Он стоит почти 4 миллиона рублей, как двушка в Воронеже примерно. Роскошную кровать с балдахином мы тоже нашли без труда. За нее заплатили почти 6 миллионов рублей. Это как выплаты за 2 погибших от обстрелов белгородцев. На прикроватной тумбочке обычно хранят самое дорогое. У Путина там стоит бронзовая фигурка Мишки. Он у нас хорошо снят отдельно и, по-моему, он очень похож на фирменного медведя «Единой России». Даже во сне Путин думает о политике. Но бронзовую статуэтку на его месте я бы все-таки держал от кровати подальше. Следующая остановка – тайный будуар или вторая гостиная, также известная как комната отдыха. Вход прямо около изголовья кровати.
Посторонним сюда нельзя, но для нас сделают исключение. Сразу видим огромный комод, он стоит 2,5 миллиона рублей. А напротив очень глубокий, заваленный подушками диван, на который Владимир Путин может залезть с ножками. Теперь проходим в ванную комнату. Здесь нас встречают статуи и круглая джакузи с огромным мозаичным панно над ней. Хорошо, хоть тут не Бородинское сражение. Заглянем и в туалет. Здесь напротив унитаза зачем-то стоит пуф за 300 тысяч рублей. Наверное, для адъютанта. Идем дальше и приходим в душевую комнату с еще одним таким же пуфом за 300 тысяч и еще более впечатляющей мозаикой. Обратите, кстати, внимание, как Владимир Путин обожает телевидение. И в ванной есть телевизор, и в спальне, и в одной гостиной, и в другой. Но не может, видимо, Путин ни минуты прожить без выпусков Екатерины Андреевой. Какие-то механизмы даже ему специальные придумывают. Мы даже можем сами посмотреть, как это работает. Почему нет? Оп, нажал и выезжает срочный выпуск новостей на Первом канале. Прямо представляю, как Путин будет теперь сидеть у себя в гостиной, неуютно ерзать, поглядывать на пульт, на телевизор и вспоминать о нас. Но что поделать, апарт-отель — это все-таки общественное место. Наша экскурсия по Путинскому дворцу все еще не закончена. Но я уверен, что уже сейчас, посмотрев на все это, многие из вас недоумевают. Да как это вообще все возможно? Кто за это платит? Как это все содержат? Это уже не просто дача какая-то. Это карликовое государство с огромной инфраструктурой, созданное специально для отдыха одного человека. Вот, например, интереснейший документ. Это декларация условий труда. Подана она в 2021 году от имени ООО «Комплекс», то есть тем юридическим лицом, на которое оформлен дворец. Такой отчет ежегодно сдает каждая компания. Это обычная бюрократическая процедура. А фактически это просто такой список должностей, которые в компании существуют. В нашем случае он даже не полный, но включает в себя больше 250 позиций. Это люди, постоянно работающие и просто занимающиеся обслуживанием Путинского дворца, поддержанием там порядка. Кого только там нет. 15 уборщиков помещений, 13 специалистов по уборке территорий, 27 рабочих лесного и садово-паркового хозяйства, операторы стиральных машин, столяра, слесари, мойщики машин, 12 горничных. Так, из такой компании неохота уходить, я понимаю. И мое любимое – герпетолог. Вы наверняка даже не знаете, кто это такой, а это, между прочим, очень важный для Путина ученый. Ученый-натуралист. Герпетологи специализируются на изучении рептилий, пресмыкающихся и земноводных. Они изучают поведение змей, ящериц, черепах, лягушек и диагностируют и лечат их болезни. Обычно такие специалисты работают в террариумах и зоопарках. Но тут, давайте все согласимся, найм такого человека полностью оправдан. Специалист по жабам и гадюкам в Путинском дворце точно необходим. Финансируется строительство и содержание дворца по-прежнему государственными компаниями под видом оказания несуществующих услуг. Компания «Транснефтьсервис» тратит по 25 миллионов рублей в месяц на аренду неких нежилых помещений. А другая структура Транснефти, Транснефтьтерминал, платит дворцу еще 30 миллионов за аренду и услуги, которые на самом деле не оказываются. За эти деньги Транснефть могла бы снять здание площадью в 10 тысяч квадратных метров на Тверской улице. Но 660 миллионов рублей в год просто выводятся из госкомпании, которую возглавляет друг Путина и коллега по КГБ Николай Токарев. Выводятся они на нужды дворца. Эти действия наносят вот тот самый, как минимум, репутационный ущерб. В расследовании про дворец трехлетней давности мы говорили про очень необычное здание – подземный хоккейный комплекс. Действительно, зачем нужен дворец, в котором нельзя играть в хоккей? Интересно, подземный хоккейный комплекс мы видим впервые. Узнается бункерный стиль хозяина. Тогда мы не знали про него ничего. Был только спутниковый снимок, на котором видны очертания хоккейной коробки. Ну что ж, настало время посмотреть, что же там внутри. Теперь у нас есть планы этого подземного здания, а точнее бункера. И кое-какая документация. Личное участие Владимира Путина проглядывается уже в списке требований к проектировщикам комплекса. От них требуется сделать все красиво и обвесить гербами борта хоккейного поля. Открываем наконец-то планы. Тут все очень солидно. В верхней части есть места для оштрафованных игроков.
Справа хранится американская машина по уходу за льдом. Стоит такая 10 миллионов рублей. Внизу видим бар, по бокам от которого расположились трибуны для игроков. В левой части этого этажа находится VIP-зона с кабинетом врача, а также русская баня, массажный и косметологические кабинеты и парикмахерская. В общем, есть все, чтобы прихорошиться после хоккейного матча. Ой, блестяще! Рядом с парикмахерской есть лифт, комментарии к которому будут просто излишни. Он отмечен как лифт первого лица. И ведет он на второй этаж, в еще более роскошную часть строения. Выходя из этого лифта, Путин идет по длинному коридору прямо к зоне игровых автоматов. Вот она, родненькая, куда из дворца переехала. Дальше установлена ложа аж для 6 зрителей, а также фуршетная тумба и фуршетная зона для тех же 6 человек. Полагаем, что это вообще единственный в мире хоккейный комплекс, где мест для зрителей в разы меньше, чем мест для игроков. В дальнем помещении находится ресторан на 16 человек. Просто поразительно, конечно. Для Путина построили суперпрофессиональный, суперсовременный хоккейный комплекс, открытие которого было бы просто праздником в любом российском городе. А он ему нужен только для того, чтобы пару раз в год перед ним нелепо падали переодетые в хоккейную форму охранники и нелепо поддавались ему пожилые советские чемпионы. Ну просто позорище. Помимо всем известного хоккея, у Путина есть и другое хобби, очень непубличное. О его успехах на этом поприще не снимают репортажи по телевизору, о нем не написано в официальной биографии. Оказывается, Путин обожает стрельбу, и во дворце даже есть личный тир. Изначально подземный тир хотели разместить вдоль вертолетных площадок рядом с подземным хоккейным комплексом, но потом передумали и разместили вот тут, недалеко от воды. Это гигантская полоса и есть тир. Согласно документации, длина сооружения 213 метров, а ширина 6 метров. В нем есть 3 линии стрельбы и установлены, цитирую, подъемно-падающие мишенные установки. На них Путин может наклеивать портреты своих злейших врагов. В дальней части тира стоит пулеуловитель 6-го класса броневой защиты. Это означает, что тут можно стрелять из крупнокалиберной снайперской винтовки ОСВ-96, которая стоит в том числе на вооружении Федеральной службы охраны. Отдельно, увы, прописана необходимость исключить обратный рикошет пули, так что во Владимира Путина вряд ли что-то там прилетит. И еще важная часть. После этого видео некоторые могут сказать: ну а какие ваши доказательства? Вдруг это все-таки апарт-отель, вы не можете точно знать, или вообще скажут, что это все выдумка и мультики. Мы точно что-то такое услышим как минимум от пропагандистов и прочих людей на зарплате у Кремля. Поэтому давайте по пунктам. Первое. Если это гостиница, то почему уже после окончания стройки, уже год о ней нет нигде ни единого слова? Ротенберг четко говорит, что это бизнес, это привлекательный гостиничный комплекс, уникальный. Сюда можно будет приехать в 2023 году. Пройдет там 1,5-2 года, и я вас приглашу, и вы посмотрите на эту красоту. Так почему в 2024 сюда невозможно попасть? Где реклама, где брошюра, где сайт? Почему не существует ни единой фотографии этой гостиницы? Журналист, которому Ротенберг предлагал скидку, так и не съездил на этот уникальный объект, получается. Второе. Архитектура и планировка помещений. Почему в апарт-отеле есть один единственный на всех гостей, но очень роскошный кабинет со столом? Точно таким же, как в каждом кабинете Путина. Зачем там такие же телефоны спецсвязи, как в кабинете Путина? Что по этим защищенным каналам правительственной связи вообще можно обсуждать? Заказывать глажку рубашек и завтрак в постель? А где в этом отеле ресепшн и пропускная система? Ничего этого нет, все номера просто нараспашку. Или где вы вообще видели отель с подземным хоккейным комплексом и лифтом для первого лица? Для кого это все? И зачем гостям апарт-отеля молиться в домашней часовне святому князю Владимиру? Третье. Вот в моих руках документ. Это один из договоров, которые подписывают со всеми, кто во дворце работает. Читаем. Соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации.
В нем указано, что про это место, про эту стройку вообще нельзя рассказывать ничего. Нельзя раскрывать название объекта. Нельзя говорить, где он расположен, кто владелец. Нельзя рассказывать о назначении объекта. То есть как бы нельзя даже сказать, что это апарт-отель. Подрядчикам нельзя, внимание, передавать друг другу информацию по открытым каналам телефонной, телеграфной и факсимильной связи, а также с использованием сети интернет. За нарушение любого из этих пунктов штраф 1 000 000 рублей. Зачем подрядчикам, строящим публичное место, эти безумные правила? Информация и фотографии настоящих отелей размещаются в интернете. Отели сами оплачивают рекламу, чтобы люди их увидели. Они скрываются и не судятся за любую информацию о них. Четвертое. С чего это госкомпания «Транснефть» переводит 660 миллионов рублей в год под выдуманными предлогами на строительство обычной гостиницы? Это же олигарха Ротенберга, вы говорите. Почему «Транснефть» ему платит? Это вообще не имеет никакого смысла. Ведь это так называемая гостиница за 100 миллиардов рублей, а на самом деле уже, конечно, гораздо больше, и люстрами по 50 миллионов она никогда в жизни не окупится. Даже если каждый из 11 номеров будут снимать за 500 тысяч рублей в день каждый день года без перерыва, то это только через 50 лет окупится. И без учета расходов на содержание, на зарплаты и так далее. А это еще сотни миллионов рублей в год. Ну и пятое. Журналисты издания «Проект», которые поделились с нами поэтажными планами апарт-отеля, сумели найти и поговорить с человеком, непосредственно участвовавшим в проектировании этого объекта, который под запись подтвердил, это не гостиница, это дворец, частный дворец, предназначенный для одного конкретного лица. Были фразы, что-то типа «это объект крайней важности, вышестоящего лица нашей страны, главнокомандующего». И все, что мы рассказывали 3 года назад, и бесполетная зона, и буферные леса, записанные на ФСБ, выкуплены для того, чтобы ограждать дворец от посторонних, и запрет даже подплывать к мысу и Дакапас. Все это никуда не делось и продолжает существовать, в то время как якобы здесь расположен апарт-отель Ротенберга. Да вы за кого нас держите? На кого это рассчитано вообще такое откровенное вранье? У нас есть еще одно видео из дворца Путина, которое мы очень хотели показать вам в конце. Нет, там не будет уже золотых интерьеров, люстр за 50 миллионов. Нет и античных статуй, и полотен с великими полководцами. Но смысла и символизма в этом коротком ролике гораздо больше, чем в любом другом. Наш тайный оператор идет ночью по территории дворца и видит перед собой обычную такую бытовку. Это замызганный и грязный общий туалет для тех, кто в дворце не живет, а работает. На дверях и стенах рисунки и надписи. Среди них самое главное. Вот так путинская Россия и устроена. У него гигантский дворец, мечта обезумевшего от воровства и вседозволенности диктатора. А строят его обычные люди, обычные работяги, трудящиеся за копейки, которым даже не положен нормальный туалет. И все они прекрасно понимают. И про вранье про апарт-отель, и про сказки из телевизора, и про Ротенберга. У них нет сомнений, для кого они строят этот дворец. И что Леха был абсолютно прав. Завтра у Владимира Путина будет 5-я по счету инаугурация. 25-й год с момента захвата им власти. Давайте поздравим его, покажем это видео вообще всем. Отправим ссылку знакомым, запостим ее у себя в соцсетях. Картинки, видео, все что угодно. Главное, чтобы новые интерьеры дворца увидела как можно больше человек. Я уверена, Путин оценит. Ведь он десятилетиями нигде не появляется без сотен охранников и сотрудников ФСО. Путин не бывает в общественных местах, он даже посудой чужой не пользуется. Про чемоданчик, я уверена, вы тоже слышали. Путин абсолютный параноик, трясущийся за свою жизнь и здоровье и помешанный на собственной безопасности. А мы взяли и пришли в его спальню. Мы остались 1 на 1 с его посудой, с его кроватью, были в его кабинете и даже домашней часовне.
Мы прогулялись по его дворцу без какого-либо контроля. И вместе с изданием «Проект» прямо сейчас мы публикуем новые поэтажные планы этого дворца. И спорткомплекса с лифтом для первого лица тоже. И если, кстати, я вообще не удивлюсь, он снова от страха снесет этот дворец до голых стен в поисках жучков, ядов, еще какой-нибудь дряни из его собственного арсенала. Снесет и построит себе новый. Мы снова туда попадем. Как это сделал Алексей Навальный. Как это сделали сегодня мы. Как это будут делать журналисты, активисты и кто угодно после нас. Ведь если мы сейчас опустим руки, то это значит, что Путин победил. И убийство Навального сойдет ему с рук. Мы не должны дарить Путину еще 6 лет безоблачной, безграничной власти. Мы должны сопротивляться. Мы должны портить, рушить путинские планы, кто как может. Кто-то расследованиями, кто-то честными новостями, кто-то смелой и бескомпромиссной борьбой. Говорите с друзьями и близкими. Распространяйте расследования, клейте листовки, не становитесь пушечным мясом в путинской никому не нужной войне. И не бойтесь говорить очень громко, что Леха был прав. Подписывайтесь на этот канал. Здесь говорят правду.